Ну не надо, ну не стукай. Всех приветствую, друзья! Я продолжаю рассуждать на тему создания фри-то-плей игроком двух маршей на первом и на втором КВК. В первой части видео я рассказал теорию о том, какие связки можно было бы вывести как второй марш, но все это было лишь теорией. Это же видео будет посвящено практике и тестам. Мы с вами посмотрим, как на самом деле будут играть эти марши и какие отчеты они могут получать, участвуя в битвах. Теория теорий, но практика раскроет нам всю правду, и в этом видео подтвердится либо же опровергнется моя теория насчет вторых маршей. И посмотрев все результаты, вы для себя решите, стоит ли создавать вторые марши подобного типа, либо же нет. Также с помощью данного видео и проведенных тестов мы с вами попытаемся снять с Германа и Пилайло ярлык плохих командиров, который висит на них уже слишком долго. В прошлом видео я представил связки и снаряжение, которые возможно создать фри-то-плей игроку на первом КВК, и все это я смог воссоздать на своем аккаунте. Как вы видите, все снаряжение было создано в точь, как в прошлом видео, и сказать честно, сделать это было очень и очень нелегко. Вся проблема была во времени. Очень долго я ждал накопления нужных материалов и ждал бы еще неделю, если бы не догадался бы разобрать уже имеющиеся. Да, пришлось разобрать все легендарные материалы, которые у меня были, потом все эпические и потом все синие, для того, чтобы сковать и синие, и зеленые, но оно стоило того, и я все это вложил в ковку снаряжения. Некоторое снаряжение мне приходилось разбирать и собирать заново, чтобы избавиться от крита, но благо у меня к этому моменту накопилось просто тонна синих чертежей, и вся задача была только в материалах. Золото на создание одного сета у меня уходило около 16 миллионов. На создание всех трех сетов у меня ушло 37 миллионов золота. Поэтому, пожалуйста, ребят, поддержите данный видеоролик лайком. Вам легко, а мне приятно. Из чего вообще исходит вся моя идея создания второго марша, а все дело в эффективности. Мы возьмем момент, когда вы делаете упор на один марш и создаете ему два легендарных снаряжения и все остальное эпическое, это ваша стопроцентная эффективность. Вы вложили все ресурсы в один марш. Но если забрать у вашего отряда одно легендарное снаряжение и заменить его, допустим, на эпическое, либо же критовое синее, то вы теряете 15% эффективности. Также, если заменить ваше некритованное эпическое на критовое синее, которое с критом чуть слабее эпического, но также хорошо, то вы теряете еще 5% эффективности. Итого 20% и остается 80% эффективности вашего основного марша. Мы с вами берем сэкономленные материалы, из них куем снаряжение на второй марш. Для лучшего понимания, из одного легендарного снаряжения вы можете сковать 3-4 синего снаряжения. Сами командиры дают нам 30% эффективности, потому что эпические командиры так или иначе слабее легендарных, с которыми вам придется так или иначе сталкиваться по большей части на первом КВК, да и на втором тоже. Плюс наши 20% эффективности мы создаем снаряжение, в каких-то местах даже пробуем их критануть и получаем марш с 50% эффективности. И каков итог? Что лучше, иметь один марш и быть 100% эффективным, либо же два марша и быть эффективным на 130%. Это ваши потенциальные 1-2 миллиона тяжей на КВК. Суть данного видео заключается в том, что мы, одев и создав все марши из прошлого видео, протестируем их на искусственно созданном поле боя. Говоря более понятнее и показывая, все будет выглядеть таким вот образом. Мой отряд для битья будет играть роль некого марша союзника, который сражается с врагом.
а я своим экспериментальным маршем буду его фокусить и получать от него контр-урон и сплэш. Ведь сражаясь в поле плотным шаром на шар, мы так или иначе будем получать сплэш. Но также это означает, что и мы своим отрядом будем попадать по нескольким целям. А так как у нас в каждой связке есть командиры со сплэшом и каждый из них попадает минимум по троим, то я поставил рядом с основным отрядом противника еще 2 отряда. Мы протестируем наши отряды по 2 сценариям. В первом сценарии мы будем фокусить отряд игрока, который на первый КВК прокачал Этель и Сунзы и создал полностью легендарное снаряжение. И в этом сценарии в роли нашего противника будет выступать мой приятель из моего королевства, а именно Ульяна. Во втором сценарии мы будем фокусить марш такого лоуспендера, который создал марш Мартел Лисанге с таким вот хорошим снаряжением. И в роли противника в этом сценарии у нас будет выступать мой приятель Марисан. Также стоит отметить прокачку технологий. Так как я уже в сезоне завоеваний, то мои технологии почти все прокачаны на максимум. Но вот в случае наших соперников, то у Ульяны технологии прокачаны все в 9, но это она компенсирует хорошим снаряжением. И у Марисона также все прокачано в 9, но его компенсация это также хорошее снаряжение и прокачанные командиры, в особенности Лисанге, который у него экспертный. Хочу также отдельно поблагодарить их за участие в этом эксперименте. Без них данного видео могло бы и не быть. Итак, давайте же начнем с марша кавалерии, и перед тем как начать тест, расскажу немного об этом марше, почему именно Бейберс и почему именно Пилайло. Если к Бейберсу вопросов особых нет, то есть вопросы к Пилайло, почему именно он, ведь есть вроде бы варианты и получше в виде Османа и Велизария. И на самом же деле данный командир не так плох, как многие могут думать, и давайте же сравним его с Османом и Велизарием, чем же Пилайло на самом деле лучше этих двоих. Сейчас начнется скучная часть. И для начала давайте же посмотрим на его навыки. Первый навык имеет урон. Нужно ярости 1000, одна цель. Это многих пугает, что одна цель, но давайте же посмотрим поподробнее, что же на самом деле скрывает хорошего данный командир. Множитель прямого урона 300. Вроде бы мало, но у него есть дополнительный урон. Также 300, но вроде бы и 600, а на самом деле больше. Читаем описание. Это самое важное. Цель получает дополнительный урон. Множитель урона 300 раз в секунду в течение 2 секунд. То есть 2 раза по 300, 600. Плюс еще множитель прямого урона 300. Итого мы получаем 900 множителя урона. Но это еще не все. Также данный командир имеет хороший бонус в своем активном навыке. А именно наносит отряду цели прямой урон и получает 100 единиц ярости. А соответственно набирает ярость быстрее и соответственно бьет навыком быстрее. А самая главная механика в игре это как раз таки набор ярости, и чем быстрее, тем лучше. И пройдемся по следующим навыкам. Второй навык его очень важен, и он поможет нашему Бейберсу больше жить на поле боя, потому что, как мы знаем, Бейберс у нас по большей части атакующий командир, имеет больше навыков на атаку, а вот защитой и здоровья у него очень мало, и как раз таки это ему даст наш Пилайло. Всадники этого командира на 15% повышают атаку, еще больше атаки, и на 15% защиту. Защита нам нужна, это позволит нашему отряду дольше жить на поле боя, и в итоге у нас выходит целых 30% стат, что для первого КВК очень даже хорошо. И следующий навык, третий, нам не интересен, потому что он работает только на гарнизон, в поле он не работает, а вот четвертый навык будет отлично помогать нам еще дольше выживать на поле боя, а именно, проводя базовую атаку, отряд с вероятностью в 10%, ни много ни мало, это срабатывает от базовых атак, в принципе, шанс срабатывания достаточно будет велик. Восполняет часть легко раненых воинов, множитель исцеления 450 раз в секунду в течение 2 секунд, это 900 множитель исцеления. Хорошо, дольше жить на поле боя, больше наносить урона, это просто супер. И что такого есть в Османе, чего нет в Пилайло, что делает
делает его, могло бы делать его лучше, чем Пилайл? А собственно говоря и ничего. Урон в одну цель 1100 на 200 единиц больше, чем у Пилайла, но 200 единиц не решают. Второй навык это на атаку городов не работает. Третий навык это еще больше урона дополнительного, но опять же у Пилайла есть то, чего нет у Османа и что делает его лучше него. Чуть позже вам скажу. Четвертый навык это бонус к максимальному числу воинов 10%. Приятно, вроде бы да. Но у Пилайла, опять же говорю, есть свой козырь, который делает его лучше, чем Осман. И экспертиза увеличивает его множитель урона. Велизарий. А что такого особенного в этом командире? Собственно говоря, также ничего такого, что могло бы сделать его лучше, чем Пилайло. Но на самом деле командир-то хорош. Я бы поставил его на третье место по эффективности после Пилайло. И давайте посмотрим на его навыки. И первый навык, почему данный командир хуже, чем Пилайло, на самом деле все просто. Нету никакого урона в активном навыке. Точнее, он есть 450. Это очень мало. Это в 2 раза меньше, чем у Пилайла. Да, отличные дебафы. Цель теряет 30% атаки, 30% защиты на 2 секунды. Это хорошо, но нужен урон, которого у Велизария нет. Второй навык это бонус к урону по варварам. Опять же, это делает его чуть хуже, чем Пилайла. У Пилайла, да, есть один навык, который не работает, но опять же, он работает также, является боевым на гарнизон. У Велизарии же урон идет по варварам. В принципе, это на боевку никак не повлияет. Дальше, третий навык. Всадники этого командира на 30% защиту повышают. Отряд получает 50% скорости на марше на 10, когда выходит из боя. Больше защиты, хорошо, но у Пилайла также есть 15% защиты, в принципе, на 15 меньше, но, опять же говорю, Пилайла больше боевой командир, чем Велизарий. И получает 50% скорости на марше. Скорость хорошо, но хотелось бы побольше боевых стат. И четвертый навык это бонус к урону. Если осталось менее 50% воинов, меньше 50% мы сразу идем либо обновляться, либо отступаем. Поэтому это тоже так себе работает. И экспертный навык просто повышает его второй навык. Так что, в принципе, тоже ничего такого. Пилайло же в этом плане всегда будет лучше, чем те командиры. Ну, во-первых, в сравнении с Османом, да, больше урона. Но у Пилайло есть козырь, о котором я сейчас скажу. Точнее, я уже сказал, но я это подчеркну сейчас. Во-первых, множитель прямого урона. Урон есть. У Велизария урона нет. Второе. Статы. Это, наверное, самое главное, что делает данного командира лучше, чем Осман. У Османа стат на кавалерию, именно на кавалерию нет вообще никаких. Да и в принципе каких-то стат у него особых нет. Он все на атаку и на атаку городов. Никаких стат на кавалерию. А нам очень важны статы, в особенности защита. Атака, да, можно было бы и здоровье, но ладно. Атака. Больше атаки, больше киллов. Защита есть. Защита важна нашему второму командиру, в особенности, когда первый стоит Бейберс, у которого вообще никаких бонусов к защите нет. Все в атаку. Лечение. Опять же, лечение козырной его бонус, который делает его лучше, чем Велизария. Больше живем, дольше сражаемся, дольше наносим урон. Все супер, статы есть, урон есть. Получаем ярость к тому же. То есть быстрее идет у нас прокаст. Все супер. И из-за этого он лучше, чем Осман и лучше, чем Велизарий. И теперь переходим к тесту. Второй на очереди у нас это пехотный марш. И также перед тем, как начать тест, расскажу об этом марше, почему именно Бьорн. Сейчас начнется скучная часть. И здесь у нас на сравнение всего лишь два командира. Это Перикл и, соответственно, Мундок. Сунзы мы не сравниваем, потому что он, опять же, идет в паре с Бьорном, поэтому Мундок и Перикл. Чем же данный командир лучше, чем эти двое? Давайте же разбираться, посмотрим на его навыки. И на самом деле-то командир хороший, имеет хороший дебаф, который перекроет все его минусы. И самый главный его минус, почему на
него так косо смотрят. Читаем. Одна цель. Опять одна цель. Наносит отряду цель прямой урон, множитель 700. Маленький урон, одна цель, но не спешите его судить. В течение 3 секунд до 3 вражеских отрядов в секторе перед собой получают на 15% больше урона от навыков. Вспоминаем 4-й навык Сунзы, плюс 20% урона от навыков, прибавляем это к нашему дебафу от Бьорна, и в итоге получается, что наши враги получают на 35% больше урона от навыков. Это для первого КВК достаточно много. Второй навык работает только при атаке на город, мы его пропускаем. Третий навык это статы, 20% стат в общем. Приятно, атака и защита хорошо. И четвертый навык также может стать изюминкой данного командира, а именно, проводя базовую атаку, отряд этого командира с вероятностью в 10% наносит цели дополнительный прямой урон, множитель урона 800, перезарядка 5 секунд. Вероятность небольшая, но срабатывает от белой атаки, то есть от ручек базовая атака, в принципе, шанс срабатывания достаточно будет велик. Множитель урона 800 плюс наши 700 в одну цель 1500 будет залетать. Перикл. Этот командир тоже достаточно хорош, я бы поставил его на 3-ю позицию после Бьорна по эффективности. Давайте же посмотрим, что имеет данный командир и почему же он все-таки хуже, чем Бьорн. Активный навык нужной ярости 1000 на 3 секунды. Этот отряд этого командира получает поглощающий урон щит, множитель урона 1000. У Мортала 1200, тут 1000 на 200 всего единиц меньше, очень хорошо. Получаемое отрядом исцеление повышается на 15%. Пехотинцы в отряде на 20% повышают скорость на марше. Скорость пехотинцам очень важна всегда. Дальше статы, второй навык статы, так же как и у Бьорна, тут ничего такого сверхъестественного, поэтому идем дальше. Третий навык, если этот командир один из командиров гарнизона, на гарнизон мы это пропускаем, это не работает в поле. И четвертый навык, пропуская базовую атаку, отряд этого командира с вероятностью в 10% снижает обычный урон у нападающего на 30% на 3 секунды. Опять же, вероятность в 10%, много не мало, срабатывает от базовых атак. Экспертизы просто повышают все имеющееся. Поэтому, в принципе, Перикл это такая заниженная версия Мартелла. И на самом деле бонус Перикла это его и ахиллесова пята. Нам не нужно впитывать урон нашему второму отряду, в особенности второму отряду нужно как можно больше этот урон нанести. Поэтому Бьорн имеет все атакующие способности, поэтому он лучше, чем Перикл. Дальше идет Ильич Мундок, но здесь тоже быстренько пройдемся, потому что командир вообще какой-то мутный, непонятный, ни рыба, ни мясо. И вроде бы урон 750 меньше, чем у Бьорна. И также в одну цель уменьшение защиты. Но зачем уменьшать защиту, если можно увеличивать урон? У Ильича Мундока второй навык на гарнизон в поле не работает. Статы на 10% больше, чем у Бьорна, но это не критично. Четвертый навык срабатывает с 10% шансом, получает бонус к 100% к своему урону. Пропуская базовую атаку, мы не хотим пропускать базовую атаку, мы хотим дольше жить, а этот командир заточен на то, чтобы именно получать урон так же, как и Перикл, поэтому мазохисты нам не нужны, нам нужны ребята, которые делают больно, а именно Бьорн Железнобокий. И последний тест это тест лучников, но тут стоит кое-что важное отметить, а именно то, что у лучников прокачаны не все 10-е технологии, и поэтому, чтобы немного нивелировать это, я кританул часть снаряжения, хотя в исходном варианте крита не было. И в этом марше еще больше вопросов, чем в первых двух, так как в создании этого марша участвует такой забытый всеми командир, как Герман, на котором, как и на Пилайло, висит ярлык плохого командира. Но давайте немного поговорим об этом командире, так ли он плох. Единственное, из-за чего данный командир был пропущен, это его активный навык, который бьет только по одной цели. Но так ли это критично? В сезоне завоевания, да и до этого, есть куча примеров неплохих командиров, бьющие по одной цели, и все они неплохо сыгрались или играют до сих пор. Так, например, у Саладина урон в одну цель, и многие прокачивают его на 3 пятерки 1, и его множитель составляет 1400
1400, и это всего лишь на 300 единиц больше, чем у Германа. Но у Саладина есть механика, которая делает его таким вот отличным командиром на второе КВК. У Хо также урон в одну цель, но быстрый набор ярости и еще куча всего. А что есть у Германа? А у Германа есть отличный активный навык, бьющий в одну цель, множитель урона 1150. Это самый большой множитель урона среди всех эпических командиров, без каких-либо вероятностей, без доп урона. Вот как оно есть. 1150 залетает в одну цель. И самое главное, снижает ярость противников на 100, цель умолкает на 2 секунды. Что такое цель умолкает? Умолкнувшие отряды не могут применять активные навыки. То есть вы наносите дебаф своему противнику, и он просто не может нанести вам урон от навыков на 2 секунды. То есть его прокат замедляется на 2 секунды, тем более еще и снижается ярость. Это один из самых лучших дебафов в игре, и он есть у Германа. Следующий навык, второй, это статы. Бонус к атаке, бонус скорости на марше. Скорость это хорошо, быстрее будем убегать, быстрее будем догонять. Атака это агрессия, это тоже хорошо. Третий навык на гарнизон не работает в поле, мы его пропускаем. И четвертый навык, наносим больше урона обычного на 10%, и проводя базовую атаку, отряд с вероятностью в 10% получает еще 100 единиц ярости. Перезарядка 5 секунд. Мы не только можем получить больше ярости и быстрее ее накопить, так мы еще и делаем так, что наш противник получает меньше ярости, и мы вообще можем сделать так, чтобы противник умолк и не носил по нам никакого урона. И исходя из всего вышеперечисленного, из всех его навыков, данный командир должен стоять первым в связке. Для сравнения, ни много ни мало, два командира, Имхотеп и Кейра, но Кейру мы сразу отметаем, потому что ее получить и прокачать на первого КВК практически невозможно, особенно фри-то-плей игроку этого делать не нужно. Имхотеп это больше дебафер, его качать также не нужно, только если вы не сосредотачиваете свое внимание на каньон. Там он, конечно, будет показывать себя во всей красе, а на поле так себе, потому что никакого урона он не имеет, и практически так же, как и с Велизарием, он работает не так хорошо в поле. Поэтому выбор невелик. Герман, Велизарий, отличная связка на первое КВК. И вот мы с вами провели тест по первому сценарию, и вот что у нас вышло. Теперь переходим к тесту по второму сценарию, и абсолютно все будет идти так же, как и при первом.
И что же по итогу у нас выходит? Отчеты по первому сценарию: Бейберс плюс Пилайло против Ульянис, Эдельфлет плюс Суньзы. 19/19. Хорошо, но не очень, конечно, да, здесь вышло не так уж и хорошо, как хотелось бы, но опять же прошло все так же не супер гладко, да, то есть марши завертелись, закрутились, и оно даже, знаете, и хорошо, потому что никогда не знаешь, как пройдет бой. Марш может завертеть, закрутить, зафокусить могут тебя, все что угодно. Поэтому данный тест вообще полностью, все это видео, весь этот тест, он объективен, он не несет в себе каких-то достоверных фактов. Это все поле боя, весь этот тест проходил на искусственно созданном поле боя. Все это искусственно созданное и неточное, но это в самую малость может показать, что на самом деле могут сделать данные марши. И в принципе 19/19, 1:1, опять же это КП, КП никогда не бывает лишним, КП и в Африке КП, поэтому хорошо, в принципе нормально. Можно было бы лучше, согласен, поэтому в принципе переходим дальше. Дальше у нас идет это марш лучников. Здесь у нас также против Ульяны, Эдельфлет Суньзы. И что у нас по итогу вышло? 16/28, просто прекрасно, отлично. Очки убийств в нашу пользу, тяжело раненые в нашу пользу, это хорошо. Вышло где-то 1 к 1,5, чуть может меньше, но опять же в плюс, можно было лучше, но этот отчет прям хорош. Из-за чего? Опять же из-за Германа. Герман хорош, супер командир, имеет хорошие дебафы, имеет хороший множитель урона. В одну цель, да пофиг, Хо тоже в одну цель. Дальше у нас пехота. Пехота также против Ульяны, Эдельфлет Суньзы. Ничего здесь не менялось, все так же как и было. Ну 214, а здесь у нас 211. Опять же надо учитывать вот что. В каких-то моментах, как я уже сказал, первый тест с Ульяны прошел сумбурно. Это прям супер, мне понравилось. Почему? Потому что это немножечко добавляло реализму боям, потому что никогда не знаешь, как поведут себя марши. Здесь мы били с вами тут, опять же возвращаясь к первому отчету, Бейберс плюс Пилайло против Эдельфлет и Суньзы били двоих, хотя могли бить троих, но там, как вы видели, завертелось, закрутилось и получилось, что били только двоих, хотя могло бы и попадать по третьему, но там уже не получилось, поэтому такой вот отчет. А мог быть лучше, и опять же возвращаясь ко второму отчету, видим, бьем уже троих, и плюс к этому бьем Ричарда, и поэтому такой вот замечательный отчет получился. Самое главное, что здесь? Против 1 на 1 выстояли хорошо, прям хорошо. Надо учитывать, опять же, снаряжение командиров. Эдельфлет фуловый, Суньзы фуловый, Герман фуловый, Кисуноки фуловый. Но это эпические командиры. Здесь есть легендарный командир, плюс хорошее суперское снаряжение против моего синего и зеленого. Это надо учитывать. И каков был размен. Хорош. Здесь также хорош, в принципе, нормально. Все с учетом того, что у нас это бьются вторые марши. Об этом не нужно забывать, ребята, это не основной марш. Основной марш-то может разменяться и 1 к 3, и 1 к 4, если меньше, то, конечно, нужно думать, но второй-то марш, это же вы ему уделили буквально, можно сказать, знаете, как остатки после еды и что-то из этого состряпали, поэтому, когда марш разменивается вот так, это песня. Дальше мы остановились на пехотном марше, Бьорн плюс Суньзы, и это хороший, неплохой отчет, 27/28, опять же, основным маршем разменялись так себе, можно было лучше, здесь мы также разменялись неплохо, но опять же вы видели, да, под фокус вроде бы я прям сильно попал, хотя этого делать не нужно было, Герман с Кисуноки под фокус поменьше попадали, но здесь я отхватил чуть больше, поэтому вот такой вот отчет получился. На всякий случай проверю, да, все записывается. Отлично. Опять же, отчет неплохой, с учетом всех факторов. 27/28 можно было лучше, но так вот получилось. И теперь переходим к отчетам по второму сценарию. Итак, второй сценарий мы бились против Марисана. У Марисан, у него Карл Мартел 5-5-2-1 и фуловый Ли Санге. Это я еще раз вам подмечу. Отчет 22/25. Можно было лучше. В принципе, неплохой отчет. Достаточно
достаточно неплохой. Били, опять же, троих, попадали по троим. Пилаеву досталось сильно, Ричарду тоже. Против основного отряда мы разменялись. Да, не очень хорошо, можно было и получше, но, опять же, с учетом того, что это второй марш. Поэтому вот так вот вышло. Переходим дальше. Это у нас лучники. И смотрим. Лучники 17/22. Опять же, Герман просто делает песню. Он прям вот даже лучше, чем Бейберс плюс Пилаева. Как мы видим, 17/22 хорошо в нашу пользу. В нашу пользу. Против основного отряда мы разменялись просто шикарно. С учетом нашего отряда эпических командиров против двух легендарных, я замечу. И с таким вот вооружением, точнее снаряжением. Поэтому размен хороший. Ричарда мы побили, Пилаева мы побили. Все отлично сработано. Бой прошел по второму сценарию прям очень слишком даже гладко. Как я уже сказал, подмечу это. В первом сценарии прошло все сумбурно, это добавило реализма. Здесь же можно, конечно, сказать, что все прошло слишком механически, можно сказать так, да, уже как-то искусственно, но опять же, возможно, из-за этого отчет вышел таким хорошим. Хотя здесь отчет вышел намного лучше, и мы там также все сумбурно происходило, поэтому, в принципе, на это тоже спирать не нужно. Следующий отчет пехота. 19/26. Шикарный, хороший отчет. Один, даже не к полтора, но чуть меньше, но опять же, киллпоинты в нашу пользу. Тяжи в нашу пользу. Против основного отряда мы разменялись неплохо. С учетом точнее снаряжения и того, что мы опять же, повторюсь, сражались против легендарных командиров, в то время как у нас эпические. По усилениям, кстати, давайте посмотрим. Опять же, пехота против пехоты. Атака меньше, защиты достаточно много, в принципе 129, но это все из-за того, что у меня технологии прокачаны на пехоты хорошо. В принципе, на это можно не смотреть. Главное разницу посмотреть. Здоровье больше, кстати, у нас получилось. Опять же, там тоже по технологиям надо будет небольшую помарочку делать. У Марисона технологии все были в 9. Дальше. Дальше. Пилаева отхватил, но у нас также бил. Ричард тоже отхватил, но также фокус мы от него ловили. В принципе, отчет вышел хорошим. И по всему этому что можно сказать? И что могу сказать, а точнее подметить. Лучники, а именно Герман, показали себя очень и очень хорошо, что в первом сценарии, что во втором сценарии. Лучники показали хороший результат, да, с учетом всего теста, что он объективен, неточен, искусственно создан, но опять же получилось достаточно хорошо против основных маршей. В первом сценарии наши лучники сыграли хорошо, 11/10, прекрасно. Во втором сценарии 15/10, тоже отлично. Опять же, повторюсь и много раз еще скажу в этом видео, скорее всего, с учетом всех факторов, которые были сказаны выше, это и снаряжение, и командиры, и прокачка, то есть эпические командиры против легендарных, с синим шмотом против легендарного, против эпического легендарного. Здесь в первом сценарии вообще полностью против легендарного снаряжения, даже с этим учетом размен получился достаточно хорошим. Лучники, ставлю им лайк и вот так вот шалбаном сбиваю с Германа ярлык плохого командира. Командир действительно получился очень и очень хорошо себя показал, поэтому в принципе Германа-то и можно качать на второй отряд лучников. Дальше кавалерия. Первый сценарий что-то вот как-то не вышло, не получилось, но можно во втором сценарии. Ну и во втором сценарии, знаете, как-то не густо. Возможно, вся проблема во втором командире, а возможно и в первом. Но опять же, к сожалению, с Пилаевым мы снять ярлык плохого командира не смогли. Но немножечко так вот отодрали его, краешек помяли, но полностью снять не смогли. И, скорее всего, дело в Пилаево, а возможно в Бейберсе, а возможно и не в нем, а в том, что Герман и Бьорн просто лучше, чем Бейберс и Пилаево. Возможно и так. Но что можно сказать по кавалерии? В принципе, слабенько. Слабенько, ну, на фоне лучников и пехоты, конечно, слабее. И дальше у нас идет пехота. Первый сценарий, по первому сценарию прошло все чуть хуже, чем даже у кавалерии. Но опять же, все прошло, как я сказал, сумбурно. Нас фокусили и Пилаево, и Ричард, как я помню, и против основного отряда с Эдельфлет и Сунзы мы разменялись не очень.
Поэтому от этого и такой вот отчет. По второму сценарию все прошло лучше. Опять же, лучше. Да, здесь намного лучше все прошло. Против основного отряда разменялись неплохо. И также размен хороший получился и против дополнительных отрядов противника. В целом, пехота ГУТ также хорошо показала на себя. Не лучше, чем лучники. Опять же, лучники и в том тесте показали себя просто великолепно. А пехота показала себя чуть слабее, чем лучники, но лучше, чем кавалерия. Хотя, если посмотреть так, 22 на 25 и 19 на 19. Хотя, можно сказать и так же. В первом сценарии у нас также 27 на 28, так же, как у кавалерии. И во втором сценарии 19 на 26. Хотя, во втором сценарии чуть лучше, чем у кавалерии. Поэтому, если составлять топ, простыми словами говоря, по вторым маршам, то лучники у меня идут на первом месте, пехота на втором и на третьем кавалерия. Все-таки у Бьорна и у Сунзы есть хороший урон, есть хорошие дебафы, так же как и у Германа, а у нашей кавалерии скорее всего ничего нет. Почему скорее всего? Потому что я уже не помню. Да, ничего такого у нас нет. Теряют 50% скорости, но такое себе, наши марши так или иначе все равно стояли, поэтому это так не работает. А на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, тем, кто досмотрел до конца без перемотки, отдельное спасибо. Также отдельное спасибо еще раз нашим сегодняшним экспериментаторам, а именно Ульяне и Марисану, за то, что поучаствовали и помогли мне заснять данный видеоролик. А на этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео.